Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Дом и сад. Меня зовут Александра Миллер. Рада, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки и делитесь видео в соцсетях. И хочу выразить вам свою благодарность. К созданию этого видео меня сподвигла соседка, которая пришла с вопросом, чем подкормить томаты или помидоры для хорошего роста и налива плодов. На лице у нее было настоящее огорчение. Томатов пол-огорода, плодов много, но мелкие какие-то. Сокрушалась. Поливает изо дня в день, только счетчик воды крутится, да фитофтороз начал донимать. А томаты стоят, как вкопанные. Хотя бы один приличные плоды завязал. И тут мы с ней вспомнили, что томаты-то она высаживала на грядке, где в прошлом году рос картофель. Так причина почти и нашлась. Почему же томаты плохо растут и плохо наливаются, если вы уже и так их простимулировали и для хорошего цветения, и для хорошей завязи? Тут я хочу вставить, как говорится, свои 5 копеек. Внекорневая подкормка по листу для хорошего цветения и завязывания плодов, о которой я рассказывала в одном из прошлых видео и которую, надеюсь, вы сделали, это только полдела для хорошего урожая. Вот именно теперь и надо потрудиться. Нужна основательная органическая или минеральная подкормка томатов. Если вы выращиваете высокорослые томаты, то для дальнейшего быстрого роста и налива плодов. А если низкорослые, то дело ограничится. Здесь важна подкормка только для налива плодов, потому что кусты низкорослых томатов, я надеюсь, у вас уже выросли. Чем же подкормить помидоры в такой ответственный момент, от которого зависит в полной мере и скорость, и размер урожая? За достаточность питания зеленой массы и тех же плодов отвечает все тот же азот, а вот за удержание азотистых питательных веществ внутри плода и за их равномерное распределение, то есть налив, отвечает калий. Ну а чтобы все это доставить к кистям томатов, и азот, и калий, тут нам поможет фосфор-труженик. Он ответственен за мощь корней и за быстроту биохимических процессов, которые происходят в томатах в разные периоды развития растения, в том числе и в период плодоношения и налива плодов. Чем подкормить томаты, если плодоношение уже идет вовсю? Пришло время спросить о ваших предпочтениях. Какие томаты вы любите? Если большие, мясистые и сочные, то самое время браться за подкормку комплексными минеральными удобрениями. Формула НПК для корневой подкормки будет такая: 20-20-20 или 16-16-16. Можно использовать как новомодные комплексные минеральные удобрения, в которых в равных частях содержатся и азот, и фосфор, и калий. Но это будет несколько дороже. Так и тривиальную, хорошо знакомую нам нитроамофоску, или нитрофоску, или азофоску. Это все одно и то же, только названия несколько разные. В таком удобрении всего по 16. 16% азота, 16% фосфора и 16% калия. Как видите, в Советском Союзе, в котором и начало производиться это комплексное удобрение, особо за огромными размерами не гнались, знали, что все должно быть в меру. Если это высокорослые томаты, вот схема корневой подкормки томатов для хорошего роста и налива плодов. На 10 литров воды надо взять 20-30 граммов полноценного комплексного минерального удобрения. Меньшая цифра для супесчаных грунтов, большая цифра для суглинистых. Или же нитроамофоски и подкормить каждый куст томата под корень из расчета 1 литр водного раствора для одного растения. Не забудьте перед корневой подкормкой хорошо полить помидоры, так удобрения лучше усвоятся. Если же у вас помидоры низкорослые, то наращивать силу корня и зеленую массу для дальнейшего плодоношения не так уже и важно, ведь у таких томатов нет точек роста выше кистей, образовавшихся на центральных стеблях. Тут главное налив плодов как на центральных стеблях, так и на боковых побегах. Поэтому азотную подкормку лучше сократить до минимума. Будем пользоваться тем, что есть в почве и в листьях. Главное это правильно усвоить. Для низкорослых томатов лучшей корневой подкормкой для налива и дальнейшего созревания плодов будет минеральная подкормка, формула НПК которой 5-15-45. И заметьте, главный здесь калий. Он отвечает за налив и созревание плодов. Но здесь позвольте маленькое уточнение. Если есть что наливать, если запасов азота в листьях растений и в почве достаточно.
Вот схема корневой подкормки низкорослых томатов для налива и лучшего созревания плодов с использованием обычных минеральных удобрений. На 10 литров воды надо взять 15 грамм суперфосфата и 45 грамм сульфата калия. Полученным водным раствором подкормить каждое растение из расчета 1 литр на 1 куст. Если суперфосфата под рукой нет, можете использовать монофосфат калия 10 грамм удобрения на 10 литров воды. Тоже для корневой подкормки. Из расчета 1 литр раствора для каждого куста растений. Теперь поговорим об органических подкормках для хорошего роста томатов и налива плодов. Лучшие поставщики органики – это, конечно же, птичий помет, перегной, компост, коровяк и другие виды навозов. Но поскольку томаты находятся уже практически в предзавершающей стадии развития, наливают плоды, нам нужно быстродействующее органическое удобрение, богатое аммонийной формой азота, то есть то, которое пахнет аммиаком. Лучше всего этим требованиям отвечает куриный помет. Здесь тоже следует придерживаться избирательного подхода. Если томаты высокорослые, подкармливать полноценно, в равных частях используя и азот, и фосфор, и калий. А если низкорослые, азота надо поменьше, так как рост низкорослых томатов в период плодоношения практически прекращен, идет только налив плодов. Вот как выглядит схема органической подкормки для роста и налива плодов у высокорослых томатов. На 10 литров теплой воды надо взять 1 литр предварительно разведенного до более слабой концентрации куриного помета, который уже, что называется, продышался. Как готовится такой водный раствор куриного помета, я оставлю ссылку под видео. Далее следует добавить еще фосфор и калий. Думаю, вы догадались, это может быть обыкновенная древесная зола. 1 стакан золы на 10 литров готового водного раствора птичьего помета. Так вы получите лучшее органическое удобрение для подкормки томатов, которое можно использовать в период налива плодов и их созревания. Этой органической подкормкой можно подкармливать наливающиеся кусты томатов через каждые 14 дней. Бывают ситуации, когда золы под рукой и не оказывается. В таком случае замените ее на суперфосфат и сульфат калия. Вот схема такой подкормки для налива плодов томатов. На 10 литров воды надо взять 1 литр куриного помета, 20 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия. И суперфосфат, и сульфат калия можно заменить монофосфатом калия. Дозу определяйте, следуя инструкции производителя. Монофосфат калия – физиологически кислая соль. Она может закислять почвы, что плохо сказывается на развитии растений. Поэтому строго следуйте инструкции производителя. Перед подкормкой хорошо полейте кусты томатов, а затем подкормите. А теперь та же схема органической подкормки, но уже для низкорослых детерминантных томатов. На 10 литров воды надо взять пол-литра ранее разведенного куриного помета, 15 грамм суперфосфата и 45 грамм сульфата калия. Подкармливайте томаты после хорошего полива теплой водой. Из расчета 1 литр водного раствора органической подкормки для одного куста томатов. Хорошего урожая! Надеюсь, ваши томаты будут наливаться плодовыми соками, равномерно и хорошо вызревать, а благодаря солнцу и теплой погоде будут сладкими и вкусными. Спасибо за просмотр!